Привет! Тема здесь любовная, тема для вас. Расклад общий, но вы обязательно себя узнаете и получите для себя помощь, подсказку. Зачем он вошел в вашу жизнь? И зачем вы вошли в его жизнь? Как видят эти высшие силы? Зачем высшие силы вас свели? И какой был большой план? Я буду смотреть для вас на картах Ленорман. И актуально будет именно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». В этой колоде есть два сигнификатора – мужчина и женщина, госпожа и господин. Нарисуйте свой портрет как наяву. И нарисуйте его портрет как наяву. И я для вас сделаю расклад. Расклад покажет ваше будущее с ним, а также покажет план высших сил для вас, для вашей пары. Зачем он вошел в вашу жизнь и зачем вы вошли в его. А вначале предиагностика. А вначале мы ищем его и ваш портрет. Представьте себе его как наяву, его энергетику, его запах. Или просто ничего не представляете, он в любом случае проявится, потому что вы о нем подумали. И мы посмотрим, какая карта будет перед ним, и мы посмотрим, какая карта будет после него. И мы посмотрим, какая карта именно скажет вам ту правду, о которой вы еще пока не знаете, или, может, чувствуете, догадываетесь, но еще пока не уверены. Итак, я ищу госпожу и господина, вы уже есть. И вот такие карты вокруг вас, сердце и ключ. Сердечко ваше будет радоваться, и ключевые знания через этот расклад вы обязательно получите. Вообще, это очень хорошие карты, и они говорят о том, что ключевой мужчина, тот, о котором вы спрашиваете, нужный для вас, судьбоносный мужчина по судьбе, поскольку ключ – это все, это судьба, это судьбоносный мужчина. И он нашел ключик к вашему сердцу, подобрал ключик к вашему сердцу, потому что вы его полюбили. Точно, ваша женская судьба с ним связана. Луна – это судьба. И якорь – это стабильный, постоянный мужчина. Мужчина, который будет вас любить и обожать. И вы его. Ну вот, такая предиагностика. Дело все в том, что то, что резонирует, нужно взять себе, если есть желание. А то, что не резонирует, можно пропустить. И если расклад общий, как вот этот, или заказанный за большие и маленькие деньги, Творец ко всем относится одинаково, поэтому по моей методике заказывать не нужно. Все можно получить в тех раскладах, которые общие, и денежки остаются у вас в кармане для вас. И правду вы в любом случае узнаете, всегда проявится правда в картах. А если бы даже заказали, в любом случае вам пришлось бы отсеивать ненужную для вас информацию, отбрасывать ее и высеивать как золотой песок нужную для вас информацию. Итак, я карты приготовила и хочу протрактовать предиагностику. Потом в конце расклада я сделаю заговор, аффирмацию на счастливые отношения в паре. Это заговор старинный, он правдивый, он работает. Это заговор светлой магии. И я буду использовать для заговора свежую, чистую энергию растений, тотемную энергию растений. Это береза для госпожи, для вас энергию березы. И для него энергию дуба. Будет заговор на соединение сердец, на привлечение любви и на то, чтобы у вас было счастливое будущее. Это такой же заговор, как при венчании используется. Ведь когда священник во время венчания ходит вокруг пары и соединяет их, это же тот же самый заговор, да? То же самое, белая магия церковная. Я, кстати, только делаю церковную магию, поскольку я работник света и 30 лет в церкви даже проработала. Так что мне можно доверять в этом плане. Итак, что я здесь вижу? Давайте еще раз подытожим. Кто-то подобрал ключик к вашему сердцу. Кто этот кто-то? Это мужчина. Что это за мужчина? Мужчина, который вошел сейчас в вашу жизнь, он подобрал ключик к вашему сердцу. Он хочет быть с вами. Он хочет, чтобы и вы его любили. Вы его, скорее всего, тоже любите. Вы смотрите на сердце. Между вами будут верные, стабильные отношения. Он смотрит на карту якоря. Карта якоря говорит, что он мужчина верный. Ему можно доверять, на него можно положиться. Он не случайно вошел в вашу жизнь. Он вошел в вашу жизнь для постоянных верных отношений. Он хочет сделать так, чтобы ваши сердца были вместе. Он для этого будет очень многое делать. Луна-карта – это карта личной жизни, личного гороскопа. Всегда нужно знать, в каком знаке у вас была Луна при рождении. А узнать,
Кстати, это можно бесплатно. Яндекс или Google информацию можно получить. Напишите в поиске «Хочу знать свою натальную карту», например, и выйдет вам такой как бы график, где можно вбить свои цифры, и вы узнаете, в каком знаке что было. Это называется космограмма. Если вы не знаете время своего рождения, космограмма очень вам нужна. Я делаю архетипичную астрологию, это по космограмме, а также западную астрологию. По времени рождения, это, естественно, мы смотрим дома, и по дате рождения мы можем смотреть, где у вас солнце, как солнце на вас влияло, да. Если вы не знаете время рождения, то это солнечный знак. Ну, а хочу сказать одно, что важно, в каком знаке какая планета. И у вас есть все знаки. Ведущие знаки – это ваш знак асцендента, так называемый ascendant – это значит восходящий знак. Время вашего рождения – это асцендент. Ведущий – это знак Луны. Очень важно знак Луны. Где была Луна, когда вы родились, в каком знаке. А также знак Солнца. Да? И я хочу сказать, что у вас, очевидно, с ним где-то была Луна очень близко в вашем гороскопе, в близких знаках или же в одинаковой стихии. Например, у вас была Луна, и у него в стихии вода, воздух, земля или же вода, воздух, земля или огонь. Да? В какой-то из этих стихий очень сходные у вас были обстоятельства Луны. Луна показывает личную жизнь. Еще хочу сказать, что как алхимик, потому что астрология, она на алхимии основывается. Там очень все просто. Например, воздух и земля – это знаки, которым трудно жить вместе. Если вы относитесь к воздуху, а он к земле, и наоборот. Почему? Потому что воздух объединяет землю. Да? Например, вода и огонь тоже трудно жить друг с другом, потому что они противоречат друг другу. Ну, например, вода и воздух – это очень хорошо вместе, потому что вода, она наполняется воздухом и обогащается. Да? Например, воздух разгоняет огонь, делает его сильнее, воздух и огонь хорошо сочетаются. Вообще не зря знаки воздуха, они большие дипломаты, как близнецы, весы или же водолей, потому что воздух, он нужен и земле, и огню, и воде. Поэтому воздухи большие дипломаты. Если вы относитесь к знаку воздух или у вас Луна в знаке воздух. Но у меня есть даже курсы по начальной астрологии. Это очень все интересно, интересная наука. Как наука? Это наука древности. Кто-то говорит, какая же это наука? Меня очень часто обижают. И астрологов вообще. На самом деле это наука, но нужно добавлять наука древности. А чем отличается наука древности от современной науки? Очень просто. Наука древности, она всегда основывалась на опыте. Например, я гомеопат, если кто не знает, да, я профессиональный гомеопат. И книги по гомеопатии, они вот такие толстенные, и там все опытным путем. Маленьким шрифтом написано, у этого человека такая была реакция, у этого такая. Точно так и в астрологии. Все было опытным путем шло. Поэтому, когда мы смотрим астрологию, мы должны основываться на опыте тысячи лет. По этой причине современная астрология, она не доказанная, она просто популярная для удовольствия, для популярной широты восприятия. Например, в современной астрологии, когда говорят дома по Солнцу, это абсолютный абсурд. Это популярная астрология, просто для, как сказать, для фана, что ли, да. А дома всегда рассматриваются только по восходящему знаку или по асценденту. Почему? Потому что 10 тысяч лет это себя проверило, да. Дома от того, как вы родились, и вот тогда распространяется все на 12 частей, на 12 домов, на 12 знаков. И поэтому я говорю, все знаки у вас есть. Но это вам немножко такой ракурс, экскурс, что ли, в астрологии, потому что у него вышла карта Луна. Он любит астрологию, он занимается астрологией, он увлекается. Или если он не увлекается астрологией, он ею будет увлекаться, да, ваш мужчина. И вы тоже, потому что у вас ключевые, очень сходные мотивы есть в жизни. И он, и вы интересуются чем-то общим, и он, и вы имеют какие-то общие интересы, да, и эти интересы будут в вашей жизни проявляться. Зачем вы встретились? Для того, чтобы общие интересы у вас были, для того, чтобы вы интересовались тем же самым, для того, чтобы и вам, и ему было интересно жить вместе. А сейчас я посмотрю еще сделаю пару слов и пойду дальше. Луна – это тоже нежность к вам. Это его нежность, это то, что он хочет быть с вами, это то, что вы его женщина. Женщина, к которой он притянулся к вам, лишь только потому, что ему знаком ваш архетип женский, да?
Ваша карта рождения подходит ему. Вот подходит ему такой человек, как вы. Затем вы и встретились, что вы искали друг друга по этим архетипичным признакам. Знаете, вот запах, химия друг друга подходит. Она же, это архетипично, она же, вот эта химия, она не зависит от того, хотим мы или не хотим. Мы не можем влюбиться по желанию. Мы влюбляемся только в того, вот как химический состав наш, да, эмоциональный, ментальный состав, все вот это вместе, в синастрии такой, да, оно сочетается. И в данном случае Луна говорит, сочетание идеальное. У него к вам, а у вас к нему. Абсолютно идеальное сочетание. Когда он вас увидел, он понял, что это на всю жизнь, потому что он смотрит на карту якорь. Это на всю жизнь, и это будет всегда с ним. Вот поэтому это такой хороший расклад, он уже показывает очень многое. А я сейчас еще посмотрю советы вам и совет ему. Вот эти две карты — основные советы. Если нужна будет помощь, подсказки еще, я возьму другие карты. И это Лилия. Доверьтесь ему, поверьте ему. Я знаю, что вы, скорее всего, мужчинам не доверяете в вашей жизни. Скорее всего, были обиды и предательства и все такое. Но доверьтесь этому человеку. Карта Лилии — это долгие, постоянные отношения. Лилия и якорь практически одинаковая энергетика. 35 и 3. 3 и 3. Потому что Лилия — это долгие, верные отношения. Якорь тоже верные отношения. Итак, совет ему. Вы скажете, он не смотрит, а смотрит он квантово. Он, конечно, не знает, что мы о нем говорим, но ощущение у него есть, он понимает вас, да, обязательно. Гора. Что у него? Во-первых, он может защитить от его родственников, от нападок его матери несправедливой. Матери нельзя менять жизнь сына себе дороже. Это влечет большое несчастье. Да, и вообще нельзя менять жизнь других людей. Поэтому мы не даем советы от себя, только карты, потому что карты с вами прорезонируют на вашем уровне. Вы натурально поймете то, что нужно понять, а то, что не нужно, вам отбросите. Так вот, эта карта Гора говорит, что это натуральная защита от негатива для вас, этот мужчина. Вообще всегда для женщины защита от мужчин, от негатива мужчины. Карта тоже номер 3, 2 плюс 1, 3. Здесь в этом раскладе много троек. 3, 3, 3. Видите? 3, 33 это мастер номер. А вообще ваша жизнь будет в 1000 раз лучше, чем вы даже думаете. Ключ. Вы найдете решение всех своих вопросов по карте ключа. В 1000 раз лучше будет. Это понятно. Карта Гора говорит о том, что мужчина готов вас защищать. Но также Гора может показывать, что у него может какое-то напряжение есть, может характер у него сложный, может какие-то препятствия между некоторыми, кто слушает меня. Какие-то препятствия могут быть третьи лица или обстоятельства. Препятствия могут быть люди из его семьи, потому что крест и Гора могут быть препятствия из его семьи, может его мать против по незнанию, потому что она не знает, что делает, да. Даже Христос говорил, давайте простим тех, кто не ведает, что делают. И в данном случае это его родня, который не ведает, что делает и мешает вам жить. А крест и Гора – обе очень тяжелые карты. Видите? Обе карты объясняют то, что у мужчины может быть тяжелый характер, в котором он не виноват. Он такой характер унаследовал от своих предков. Он не виноват в этом. И что же вам с этим делать, если вам попался мужчина, которого вы любите, но с ним нелегко вам? Вы знаете, это карта ребенок с вашей стороны вместе с Лилией. Во-первых, она говорит, если мужчина, девочки, кто-то смотрит меня, я знаю, тот, кто вот разуверился в человеке, какой-то бывший, который вас обидел, предал, недостоин даже вот мизинца вашего, да, а вы смотрите на него и спрашиваете, любите ли он вас, зачем он вам гадости наделал, да, не смотрите на таких людей. Карта ребенок показывает новые отношения. Это я сейчас к вам обращаюсь, к всем моим слушателям, кого предали, кого не любят, не любили никогда. Карта ребенок говорит, что этот человек не стоит вообще ни одной минуты вашей жизни. Оставьте его. Смотрите, это новый человек, это новые отношения, счастливые, верные, стабильные на всю жизнь. Ребенок идет на Лилию. Вот важно, куда ребенок идет. Да? Направление в Ленорман часто играет большую роль. Так что у вас будет новый мужчина. Если вы доверитесь судьбе своей, если вы, не будете пробовать соединить то, что несоединимо, да, но это некоторых только слушателей так проиграется. А вообще ребенок и Лилия говорит, что с ним будет встреча, с ним будет связь, он поменяется. Если у него тяжелый характер, он поменяется. Я говорю на разные темы, потому что это касается
всех моих слушателей, то, что я говорю. Кого-то в большей мере здесь касается, кого-то в большей мере в другом месте касается. Я еще возьму 2 карты, и мы их откроем, посмотрим, зачем он вошел в вашу жизнь, зачем вы вошли в его жизнь. Вот здесь для вас. Зачем он вошел в вашу жизнь? Это карта крысы. Для того, чтобы убрать у вас сомнения, горечи, обиды. Для того, чтобы отбросить то, что плохо лежит, что себя отжило. Крысы – это часто хорошая тотемная карта, которая помогает избавиться к вам от того, что уже протухло, уже не живет больше, уже вот требует от вас какой-то энергии, как вампиризм, заставляет вас думать о том, что уже не живое. И он вошел в вашу жизнь, чтобы избавить вас от этих плохих мыслей, потому что крысы – это плохие мысли, это обман, это обида, это нанесенный ущерб, да? Крысы – это ущерб. Он вошел в вашу жизнь, чтобы избавить вас от этого ущерба. Зачем вы вошли в его жизнь? Чтобы он знал и умел кого-то защитить, за кого-то постоять, чтобы он проявил, наконец, свои мужские качества, которые у него есть, но какое-то долгое время он их не проявлял по какой-то причине. Причина могла быть связана с тем, что женщина, с которой он был раньше, ей не нужна была его помощь, ей не нужна была его защита. Она, может быть, его обидела, и он не чувствовал, что зачем защищать человека, который так меня обижает, так меня унижает. Эта женщина, которая его унижала, обижала, она недостойна была его внимания. И сейчас он вошел в вашу жизнь, чтобы ему было о ком думать, защищать, для кого работать, для кого стараться. Потому что карта Медведь – это защитник. Семейная карта. Защитник – это человек, который для вас готов на все, который готов жизнь даже за вас отдать, да? То есть защитить вас от любого негатива, постоять за ваши интересы и быть всегда для вас опорой, надеждой и опорой. Карта Медведь очень хорошая. То есть вы вошли в его жизнь, чтобы он наконец-то проявил вот такие качества, да, качества настоящего мужчины. Какое у вас будет будущее с ним? Смотрите, это карта романтических перемен. У вас будет очень романтичное будущее. Очень романтичное. У вас будет такое будущее, где будет только любовь, где не будут обиды. Вообще не будет больше обиды. А здесь с его стороны карта Солнца. Вы знаете, вы ему приносите только радость, потому что Солнце – это радость, это успех. И когда я соединяю карты корабль с вашей стороны и Солнце с его стороны, я вижу, что романтика, радостное какое-то путешествие длиной в жизнь, да, это жизненное путешествие. Опять тройки, кругом тройки. Тройки – это он, вы и то, что будет между вами. Да. 3 – это вообще продолжение отношений. Это очень хороший расклад. Опять тройки – это очень хорошо. И здесь я вижу, что вы с ним будете очень счастливы, что вам будет очень вести с ним. Романтическое путешествие, может, на самом деле путешествие. Если вы живете в разных странах, в разных культурах, на разных даже континентах, вы встретитесь, полюбите друг друга. Солнце – это ваши гороскопы, которые соединятся вместе и принесут вам счастье и радость. Солнце – это когда у вас счастливая жизненная дорога, это счастливое путешествие. Перемены. Корабль – это перемены в жизни. Я теперь еще спрошу важный вопрос, потому что интересно вот что. Хорошо, а будут ли какие-то препятствия на ваших жизненных дорогах, да? А карта книга – это карта судьбы. На самом деле я в принципе не вижу препятствий. Карта книга – это значит, все будет идти хорошо, плавно, понятно, все будет идти у вас по судьбе. А с его стороны? С его стороны коса, и я вижу, что скорее всего его родня или кто-то с его стороны может вредить, может мешать, с его стороны могут быть препятствия. И можно перегнать видео назад, послушать. Я говорила об этих препятствиях. Хочу сказать, что с карты всегда показывают правду. И, конечно же, они дополняют то, что было сказано раньше, или же подтверждают мои слова. Карта коса, она говорит о том, что, скорее всего, с его стороны, со стороны родни, будут препятствия. Вы знаете, но это временные препятствия, потому что сад, все заканчивается картой сад, и это карта гармоничного разрешения конфликта. Так что даже если есть какой-то конфликт между вами, это будет гармонично разрешаться, и все будет хорошо. Вам повезло с этим мужчиной, и ему повезло с вами. Карта клевер. Будет все хорошо, не волнуйтесь, не переживайте. Главное, живите вот просто, потому что клевер – это просто. Не заморачивайтесь, не анализируйте до дыр его слова, его поступки. А что мама сказала, а что там другая сказала.
Не анализируйте это, просто живите. Живите сегодняшним днем, потому что у вас будущее показано счастливое. Солнце и корабль, да? Не переживайте. Дело в том, когда мы заморачиваемся, замучиваем себя вопросами, что будет дальше, мы забываем, что здесь и сейчас это самое главное. У нас нет ничего, кроме сейчас. Это сейчас длиной в долгие счастливые годы, здесь показывал расклад. Так что главное вам не переживать, это простая жизнь. Главное жить проще. Не мучайте себя этими лишними вопросами. И, может быть, даже не мучайте его. Потому что у некоторых бывает такая ситуация, когда вы себя и его замучили. Неуверенностью, может быть, в себе. И знаете, мы сами чаще себе самые страшные враги. И чаще всего мы сами себе отравляем жизнь вот этими ненужными вопросами. Потому что здесь правда откроется. Двойка – это содружество. Это он и вы, это вы пара. Это пара. И клевер – это счастливая пара. Счастливая пара. Бубен драгоценности. И вы и он, вы драгоценны друг для друга. И вы и он, вы как бриллианты друг другу. И не нужно вам волноваться. И ни о чем вообще не переживайте больше. Такой расклад, девочки и мальчики. Такой расклад. Вот это все, что показано. Я хочу сказать, поскольку здесь вышла карта коса, и крест это влияет на него кто-то, может быть его характер тяжелый, характер связан, что какие-то предки на него влияют, или же, знаете, он может быть рос в такой ситуации, когда были ссоры. И вы встретились с ним для того, чтобы он увидел ласковые, счастливые, спокойные отношения, без этих лишних ссор и разборок. Но все-таки, если человек рос в среде, когда был ребенок, когда были ссоры, у него будет тяжелый характер. Крест и гора может показывать, что у него нелегкий характер. Но он в этом не виноват. И поэтому я сейчас сделаю ритуал. Это будет простой заговор, старинный простой заговор на дубовую ветвь и бирюзовую ветвь для вас, для того, чтобы улучшить его характер, чтобы он больше умел говорить о любви, чтобы он не боялся жить, потому что когда человек боится жить, он жестко может с вами обращаться и с собой. Да, тот человек, который жестко обращается с миром, он наверняка также жестко обращается с собой, себя не любит весь мир. У него это не всегда так, моментами. Да, такие качели могут быть у человека, моментами он такой, моментами он нормальный. И вот эти моменты, жесткие моменты, когда у него как бы просыпается этот двоюродный дедушка, не дает ему жить, и он его душит, вот это, или гнев душит его, или раздражение, или же чувство какой-то неуверенности в себе, нерешительности, либо же ему кажется, что весь мир против него, все враги кругом, и ему незачем жить. Может быть, он состоит в состоянии депрессии. У вашего мужчины, не у всех, но у некоторых проиграется, и я должна сказать, конечно, это есть какая-то болезнь, потому что крест и гора – это болезнь. Часто сердечная болезнь крест и гора показывает. То есть, может, сердечная болезнь у него передалась по наследству. Ему вообще гневаться нельзя, потому что гнев разрушает сердце. А сейчас, когда я сделаю эту аффирмацию заговора, вы увидите, что он будет более ласковый, он будет более спокойный. У него будет уходить гнев и восстанавливаться кристаллическая решетка его судьбы. Это очень старинный заговор, он всегда беспроигрышный. Всегда помогал и многим очень все помог уже, да. Я очень давно делаю эти заговоры, и когда принимала людей, делала их для клиентов, просто удивительно помогал. Кстати, этот же заговор может защитить от алкоголизма, от вредных привычек тоже мужчину, потому что дуб, он защищает мужчину именно от вредных привычек. Вот так здесь, девочки, оставайтесь на заговор. Меня просили иногда заговоры делать в конце видео, чтобы вам не пришлось искать. Но я рекомендую вам подписаться на мой канал Колена чистки и защита. Почему? Потому что именно там только заговоры, только ритуалы, только отжиги, только защита и чистка для вас. И все это безоплатно для всех людей, да, для всех людей. Я, кстати, воспользуюсь моментом и поблагодарю спонсоров канала, потому что благодаря тому, что спонсоры канала спонсируют, я могу работать только в общем доступе и помогать таким образом очень и очень многим. Итак, сейчас скажу, какие будут атрибуты и что вам нужно делать. Просто расслабьтесь. Здесь лист дуба, дубовый лист, вы видите, да? Дубовый лист. И он заговоренный. А также есть желудь, как вы видите, вот желудь, да, тоже заговоренный. Что делает желудь? Это плод мужской, да. Желудь – это когда мужчина проявляется как личность, когда он является опорой
для женщины, потому что здесь у нас якорь, он смотрит, вот это символизирует желудь, символизирует якорь. Я буду произносить заговор, вы можете послушать, сказать заговор со мной шепотом или же внутренним голосом, или просто побыть на заговоре, сработает для вас одинаково. В начале заговора любого моего ритуала я рекомендую вам произнести свое имя внутренним голосом. Попросить высших сил, ангелов, ваших хранителей помочь и скажите свое имя. Помогите Анне, помогите Марине, помогите Татьяне, помогите Ольге. Да? И таким образом вы активируете ритуал чисто для себя. И вот так безоплатно будет для вас работать. Это очень-очень здорово. Кстати, хочу сказать, все мои ритуалы, все мои заговоры, чистки, они авторские. Поэтому кто скачает с моих каналов эти заговоры, они для вас работать не будут. Извините, пожалуйста, но авторская работа, она имеет авторские права. Да? И высшие силы меня тоже защищают от всех людей, которые хотят мной воспользоваться. Все смотрите, все сработает, но только на моих каналах. Итак, вот это будет заговор для мужчины. Okay? Чтобы он вас любил, чтобы был вам предан, чтобы вел себя как мужчина, чтобы на мужские поступки был готов, чтобы вас не обижал, не предавал никогда. Да? А теперь я возьму еще здесь, покажу вам, вот это березовая ветвь с сережками вместе, как вы видите. Да? Это березовая ветвь, и она представляет, какая гибкая. Да? Вот дуб такой жесткий, а береза какая гибкая. Аромат идет от березы. Дуб, он даже аромата не имеет, у него внутренняя сила, да, я как гомеопат-алхимик вам говорю. А береза, она гибкая, это женская энергетика, это берегиня. Береза защищает женщин от негатива, всегда защищала, и это очень сильная, мощная энергетика. Здесь этой березой будете представлены вы. И будет соединяться дуб с березой. Да? Когда соединяется дуб с березой, соединяются ваши сердца. И это как священник церкви, который делает заговор. Он делает чистый заговор, да? Когда вас венчает. То же самое делается здесь на моих. Это абсолютно та же энергетика. Я обучалась церковной магии, поэтому здесь вот именно то же самое, как обновление ваших обещаний друг друга во время венчания. А также для тех, кто не имеет отношений. Мои заговоры, они всегда привлекают любовь, отношения и дают вам счастье, идеальное счастье. Я сейчас буду начинать. Все плохое пусть уходит навсегда. Все хорошее пусть остается и приумножается. Все плохое пусть уходит навсегда. Все хорошее пусть остается и приумножается. Все плохое пусть уходит навсегда, все хорошее пусть остается и приумножается. Все плохое пусть остается навсегда, все хорошее пусть остается и приумножается. Мои расклады, они автоматически чистят негатива. Как-то я слышала оскорбление в мой адрес, что я возомнила, ничего не возомнила. Мои расклады автоматически чистят от негатива, потому что здесь, через карты, с вами разговаривают высшие силы. Причина здесь в высших силах, да, и причина в том, что я очень люблю вас и для вас стараюсь, но расклады вас автоматически чистят от негатива, потому что высшие силы здесь взаимодействуют с вами и вам помогают. Вот кто-то мне написал, он этого не понимает. Итак, хорошо. Вот вы и он, и я буду начинать ритуал. А вам всем желаю счастья. И давайте будем просто приступать сразу. Да? Начнем с вас. Вот эта березовая ветвь, и она соединяется вместе с дубовой. Ветвь березовая. От березы происшедшее. С березы сорвано. Свежим березовым соком вскормлено, ветром обдуваемое, свежим ветром обдуваемое, свежим дождем очищаемое. Помоги, удачи верни, несчастье убери. И эта береза все несчастье убирает, а все счастье привлекает. Теперь будем заговаривать дуб. Ветвь дубовая. От дуба сорвана. Сильным соком дуба вскормлена.
сильным ветром обдувалась, сильным дубовым соком вскармливалась. Помоги. Любовь и счастье восстанови. Любой негатив, порчу, проклятие навеки убери. Даруй любовь и счастье этой паре, которая сейчас во время этого ритуала смотрит ритуал. Даруй любовь и счастье. Береги от любых несчастий. Помоги. Судьбу восстанови. Восстанови кристаллическую решетку судьбы. Помоги от негатива избавь. А сейчас в этот момент я благодарю высшие силы, самого Творца, ваших ангелов-заступников, ваших ангелов-спасителей. Я благодарю ваших ангелов за очищение вас от негатива. Я благодарю ваших хранителей рода, высшие силы, за то, что соединили ваши сердца для любви и счастья. Я прошу ветвь березовую, и я прошу ветвь дубовую соединить ваши сердца. Пусть мужчина будет для вас опорой, пусть мужчина будет для вас защитой. Я прошу высшие силы, чтобы вы были для мужчины счастьем, радостью, чтобы между вами был только совет да любовь. Ветвь березовая, ветвь дубовая, с деревьев сорваны, соком земли, соком защиты от негатива вскормлены, сильным свежим ветром обдуваемые, светлым чистым дождем очищения обмываемые. Соедини любящие сердца. Помоги тем, кто любит друг друга, избавить любого негатива, порчи с глаза или даже родового проклятия. Накажи колдунов, накажи всех, кто намеренно посылал негатив. Помоги вражду унять, помоги правду узнать, помоги там туман разогнать, помоги счастье и любовь вернуть. А сейчас думайте о нем и о себе. Или просто опустите плечи и поприсутствуйте. Представьте его и себя как наяву. Этот негатив убирает любое несчастье, которое от вас уходит навсегда. Этот ритуал привлекает счастье, любовь, благополучие, достаток, совет да любовь в вашу пару. А я вас благодарю за то, что вы сейчас здесь вместе со мной посмотрели этот ритуал и помогли сами себе, потому что чем больше счастливых людей на земле, тем больше землю любят высшие силы. Я как работник света это точно знаю. А я буду видеть вас тогда, когда вам нужна будет моя помощь, если нужна будет, или же просто по-дружески заходите, поговорить с другом, посмотреть на картах будущее, получить советы от высших сил, используя для себя, провести время. Всем любви, добра и счастья.